Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Лев. Таро прогноз. Что ждет до конца года? События и неожиданности до конца 2025. Что произойдет? Что неожиданно будет? Может быть, как событие, возможно, обстановка такая, да, или информация. Одним словом, к чему приготовиться? Давайте с вами узнаем. И первые три карты, три знака судьбы. Традиционно достаем. Это как три важных события, поворотных, я бы даже сказала, события. Планетарно у нас ретро-уран. Вряд ли это будет что-то кардинально новое. Скорее, это в обновленном виде что-то знакомое, старое. В чем вам доведется принимать, возможно, важные решения. Итак, три карты достаем. Что для вас будет наиболее активно? Первый знак судьбы. Что там у вас случится, произойдет? С чем будет связано? Второй знак судьбы. И третий знак судьбы, мои дорогие львы. Продолжим наш прогноз, расклад. Что вас удивит? Или кто вас удивит? Может быть и так. Вот на неожиданности, на удивление практически мы две карты достанем. Итак, первое именно удивит. То есть элемент, ну, такого приятного, да, удивления. По крайней мере, я так подразумеваю, узнаем. А что или кто появится неожиданно? Ну и следующая карта. И к чему же это все идет? Какое продолжение следует? По основным сферам жизни чего ждать? В сфере любви, личной жизни и в целом взаимоотношения. Что ждет вас в финансах? И что ждет? Работа, документы. У кого-то учеба, такое допускаю, важные встречи. Ну, в целом ваши где-то планы. Итак, давайте будем узнавать первый знак судьбы. Ну вот ретро, да, вот я говорила, аркан умеренности. Тут, ну ты как какой-то барьер, даже если вы перед собой его поставите, обстановка такова, что вы его, увы, мои дорогие львы, не возьмете, да и не нужно. Иногда нам лучше скользить по волне, да, течения, нежели пытаться плыть против. Тут мы ничего не добьемся, потеряем просто время. Но как будто вот эта, кстати, карта именно в этой колоде прорисован. Это Таро иллюминатов, я ее очень люблю. Правда, редко на ней делаю расклады. Одна из первых моих колод. Она вся построена на символах. И здесь у нас изображена радуга. А радуга – это воплощение мечты, которая уже не за горами, а на горизонте. И обратите внимание, ирис. Ирис – это где-то, причем он пурпурный, прообраз лилии, геральдической лилии. И карта нам в целом так напоминает об историческом факте, который состоялся много столетий тому назад. Король франков, династия мировингов Хлодвиг, воевал с готами, и вышло так, что он оказался зажатым между рекой Рейн и войском готов. Погибель была неминуема, но, видимо, он был король, мои дорогие львы. Вот для вас это очень актуально. Почему? В следующем году, летом, в 26-м, Юпитер, планета большого счастья, как мы ее называем, она перейдет в ваш знак зодиака. И у вас, знаете, такой рывок по карьере. Или вот что-то вы сможете такое осуществить. Это ваше время будет, понимаете? Ну вот где-то карта об этом и говорит. Так вот, король, ваш знак зодиака, как будто лев пришел в жизнь вообще знаков зодиака, то есть все те люди, которые с вами сталкиваются, так вот вы как будто учите своим видом, правда, видом и отношением к жизни, что нужно не забывать о себе, нужно не забывать об отдыхе, нужно свои честолюбивые планы не куда-то там в каморочку прятать, а нет, они должны с вами путешествовать по жизни. И вот как раз это время-то настанет. Так вот, Хлодвиг прогуливался вдоль берега, и вроде бы патовая ситуация. Но, наверное, был самый настоящий король, он умел себя взять в руки. Вот мы говорим сегодня критическое мышление, рациональное мышление. И когда мы не исключаем какую-то инновацию, что-то альтернативное. Вот он заметил, что болотный ирис, он, правда, это маленькие цветочки желтого цвета, растут вдоль реки и уходят вглубь. Он знал, что цветочки растут на мелководье. Сумасшедшая идея. А не переправиться ли мне с войском вброд? Другой бы сказал, да не, это мне показалось. А он так и сделал. Он ушел от готов и спас свое войско в последующем.
он становится королем. И вот эта геральдическая лилия, да, как знак, мы сегодня ее знаем, или то, что мы называем флёр-де-лис. И вот это значение, вот этот очень древний, кстати, символ, который еще до христианства существовал, он присутствует вообще во многих религиях мира. Ну, здесь у нас пурпурный цвет изобразил художник, потому что пурпурный цвет сам по себе, да. Почему мантии пурпурные бывают и одевают их святые отцы именно на торжественные какие-то случаи? Это знак небесного благословления. Ну, очень много символов, я и так уже задержалась, но мне захотелось вам вот эту энергию карты передать, мои дорогие. Кто давно смотрит мои видео, но не на этом канале, а на Таро Эспирационе, явно это слышали многократно, но тем не менее, вот почему не надо торопиться? У вас будет тот момент, когда вы себе скажете «пора». Второй знак судьбы. И, кстати, ведь это все старшие арканы. На вас оказывают влияние люди, которые вас окружают, события, с которыми вы сталкиваетесь, обстоятельства, в которых вы живете, и более того, средства массовой информации, хочется сказать, потому что иногда по аркану башня все начинается с получения какой-то бумаги, сообщения, может быть, это в мессенджерах, может быть, на почту электронную, у нас цифровая эпоха. Это то, что мы слышим. И прообраз башни – это какой-то прежний, как мироуклад, миропорядок, даже вот так вот на более глобальном уровне. Или это может быть что-то более такое приземленное, к примеру, смена руководства на работе, да, потому что мы говорим башня – система, система иерархии, какой-то порядок прежний, он был, вот теперь это что-то будет перестраиваться. Конечно, я не исключаю, что, ну, нужно, вот есть такая поговорка: «Держи ухо востро». Вот и вы держите, потому что, ну и нос по ветру, потому как, возможно, карта не исключает, вам придется словно запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Всегда по этой карте мы могли быть где-то расслабленными, но вот сейчас что-то происходит. Может быть, мои дорогие, это у кого-то вот эта пора, оно и наступает. Но, может быть, не у всех, а какие-то предпосылки. И когда у нас что-то меняется, нам самим не нужно самим ж вот именно инициировать какие-то перемены. Нам именно-то вот и нужно в том, что складывается в той обстановке, как-то умеренно распорядиться своей жизнью, своими ресурсами, выбрать правильное направление, не торопиться и не выносить вердикты. Вот такой знак судьбы. Третий знак судьбы. Что-то у вас тут такое может быть очень важно, ценное и на долгий период времени. 3 старших аркана. Аркан сила. Я, кстати, буду благодарна вашим комментариям, э, потому что когда вот такие карты выпадают, всегда интересно, как это у вас проигралось. Тут не просто банальная какая-то история. Но вот до конца года, может быть, и вы тут с чем-то разберетесь. Но аркан сила, кстати, по аркану умеренности. Вот сила ваша и возрастает. Наверное, не случайно вам эту историю напомнила. И, может быть, вполне вероятно, что-то подобное, да, у вас в жизни может проиграться, от чего ваша сила возрастает многократно. Но нужно быть дипломатом. Где-то это все то, что я сказала по аркану башни. Мы учимся себя беречь, беречь причем по-новому. Мы понимаем, что не все мы можем в нашей жизни изменить, и обстоятельства мы не изменим. Людей, мнение людское мы не изменим. Но тем не менее, в этом, может быть, даже где-то придется в пространстве плавать или плыть, и вот по аркану силы для вас нет ничего невозможного. Лемниската расположена, как будто пас делает рукой наша прекрасная дева, и знаете, нет ничего невозможного, стоит только захотеть. Вообще, эта карта еще и критического мышления. Наверное, это необходимо, потому что я говорила уже об этом. И вот лев, мы как будто понимаем, понимаете, нашего отчасти льва, прообраз нашего эго тоже усмиряем. Где-то причесываем так свои эмоции, да, не без этого, иначе они нам могут помешать. Критическое мышление и эмоции – это полярные вещи, согласитесь. Но и то, что мы транслируем людям. Ведь лев подчиняется деве почему? Не чувствует агрессии. Вот от вас не должно исходить агрессии. У вас, знаете, там пожар может бушевать внутри вашей души,
Но, видимо, дипломатам, вот дипломатия решает все и открывает вам те дороги, которые вчера были закрыты. Что вас удивит? А тут явно что-то вас удивит. Ну, может быть, это есть человек, очень близкий человек. Обычно даже родные люди проходят. Иногда это партнеры по браку, пусть королева, да, но, может быть, это просто если мы рассматриваем архетип карты. Хотя, может быть, и есть в вашем окружении, ближайшем окружении, или даже друзья, родственники, человек, который рожден под знаком зодиака, стихия Земли, Телец, Дева, Козерог. И может вот вас персона конкретная удивить, это правда. Или человек, который прочно стоит на земле. Он способен, понимаете, он надеется сам на себя и из самых сложных ситуаций, даже если все разрушилось в щебень. Она умеет, королева, себя восстановить. Ну, или пусть это даже касается мужчины, но это значит, вот именно мы рассматриваем как архетип карты. Это какое-то и ваше, мои дорогие, творчество, потому что королева Пентаклей– творческий человек. Она поставила перед собой планы, и она так вот, корректируя их постепенно, не сразу, не штурмом, но она постепенно идет к осуществлению своей цели. Вот что-то такое вас может удивить. Кто или что появится неожиданно. Карта жадности. Может быть, это конкретно, ну, элемент какого-то скупердяйства со стороны конкретной персоны. Может быть и есть, правда, да, и где-то вас удивит человек. С одной стороны, да, мы говорили только положительное. И, кстати, по королеве Пентакли тут нельзя сказать чего-то плохого. Это правда. Тут, знаете, все же человек иногда вынужден находиться в тех условиях, в которых, ну, или какие-то особенности у него периода, в которых он вам не расскажет. Мы тут можем многое что думать, но в этой карте практически, ну, может быть, приземленность особенная, хотя тут не только приземленность, тут и вдохновение как раз в королеве Пентаклей. Это где-то образ, который близок к образу императрицы, ну, по крайней мере, вот так вот, да. Но, может быть, какая-то прижимистость все таки в деньгах. Тут явно какой-то элемент сохранения. Может быть, и вас удивит, такое качество в самом себе. Вы хотели что-то, к примеру, купить, потратить на что-то деньги, а потом вы решите, что нет. Или какое-то решение по части вот обстановки вокруг. Вы тоже можете принять, что нет, теперь я сохраняю. И вы измените свои планы, мои дорогие. Вы раньше могли четко представлять, что вы будете делать и с чем вы не будете согласны. А здесь, может быть, как, знаете, базисные какие-то понятия, мировоззрения у вас тут тоже может меняться. Давайте мы с вами достанем еще одну карту. Это нам вообще о чем? По тройке мечей в прошлом была какая-то очень некрасивая ситуация. Ну, это так, мягко говоря. Вам, может быть, даже конкретный какой-то человек, любой человек, да, доставил очень, ну, как немало минусовых эмоций, у кого-то предательство, у кого-то, ну, просто некрасивое поведение. Мы это так называем, это то, что у нас не принято. Это то, что буквально не, переложишь на материализм. Это то, что вроде бы не имеет какой-то цены, но это с позиции ценности. Почему предательство, да? Я попробую его материально измерить. Хотя часто это как раз и бывает из-за каких-то материальных, как мы говорим, шкурных интересов. Но поступает-то человек, как будто предавая. Это не есть сугубо что-то материальное, это уже что-то значительно выше. Но вас в этом прошлом уже нет. Вот вы в чем то будете ставить точку. Может быть, это у вас вот так и дипломатично, и достаточно прагматично все таки, да? Открываются глаза как и на какое-то событие жизни, так и на какого-то конкретного человека. Вы будете делать выводы, которые для вас будут неожиданны. Я вижу так. Хотя, с другой стороны, я точно так же могу предположить, что какой-то человек вас тоже как будто будет неожиданен в своих поступках. Но, допустим, банально. Была какая-то ссора, недопонимание. Но есть люди, которых мы не исключим из нашей жизни, да, но мы уже сделали когда-то выводы.
и мы от них чудес не ждем. После этого обстановка нормализовалась, уже как-то, хочется сказать, устаканилась, потому что четверка пентаклей, ваши отношения вроде бы пошли на лад, и человек снова вас может удивить какой-то прежней историей, ну или какой-то нюанс будет, который вам напомнит о том, что вы пережили когда-то. Попытка вами манипулировать, но это тут теперь не проходит. Теперь вы в сильной позиции. Вы как будто все хитрики за версту видите, мои дорогие. Карта мага, может быть, это, знаете, какой-то коварный план даже вы разгадаете, мои дорогие, и он вас удивит. Вы уже, может быть, даже восстановили с кем-то отношения. Все-таки тройка мечей, мы явно какой-то разрыв не уберем, да? Вот та история, которая для вас, ну, потребовала какого-то времени, душевных, эмоциональных сил, как выкарабкаться из этого состояния, именно внутреннего, эмоционального. Это быстро так вот не перечеркнешь. Это продолжает какая-то тягостная ситуация, как сгусток боли, жить в нашей душе. Ситуация закончилась, а мы еще вспоминаем. Но потом явно что-то выровнялось. И вы знаете, вас действительно может удивить человек, который подумает, что все восстановилось. И все сейчас вернется на круги своя. И начнет заново манипулировать. Но и для вас-то, мои дорогие, вы как будто сильнее его. Поэтому неожиданности вот такого рода могут быть. Но ваша сила в том, как и предвидеть, так и, может быть, приготовьтесь к тому, что вам потребуется поступать альтернативно, как от вас никто не ждет. Причем тоже манипулировать никуда не денешься. И ведь маг– это великий практик. Вот, видимо, нужно правильные параллели вам провести. К чему это все идет? Как набираете скорость, набираете темп, получаете новость. Всегда это карта скорости, иногда в некоторых колодах карта трансформации. И где-то башня, ведь это тоже трансформация. У кого-то это будет связано именно с известием от какого-то человека, как перезагрузка, да, или какой-то, может быть, ситуации на работе, среди родственников. Но все же тут больше рабочая ситуация. Почему? Или какой-то, может быть, даже меркантильный, материальный интерес, потому что жезлы– это у нас дела, работа, достижения, бизнес, и откуда к нам приходят деньги. Вот может быть какая-то денежная просто ситуация, которая прежде была с минусом, вроде бы начала восстанавливаться, но в последний момент или человек что-то переиграет, или вы сами что-то переиграете, и от чего-то можете тоже так же отказаться. Тут у каждого что-то будет свое. Но, видимо, вот эта трансформация, и, кстати, ретро-уран– это больше вопросы нашего благополучия. Это семья, дом, конкретно дом, место пребывания, жилище. И откуда к нам приходят деньги. Так вот, уран все дробит, мои дорогие. Был один источник дохода, станет два. Или хранили деньги, допустим, в одной валюте, в одном месте, на одном счету, а теперь это будет несколько чего-то. Или вы будете искать дополнительный источник заработка, или рассматривать, и причем кто-то может даже пойти учиться, мои дорогие. Потому что для кого-то необходимо курсы пройти, да, для карьеры, или потому что планы ваши меняются. Кто-то язык может начать учить или какой-то навык новый приобретать, потому что вы видите в этом и целесообразность, и смысл, и еще, как знаете, ну, какую-то большую финансовую стабильность. Вот такое тоже может быть. Ладно, чего ждать в сфере личной, во взаимоотношениях, ну, прямо тут что-то по судьбе. И, конечно, и еще один старший аркан. Посмотрите, какие у вас волшебные старшие арканы. Но здесь, конечно, эта карта отчасти говорит, ведь иерофант– это законник, это система. Может быть, новая какая-то система отстраивается в целом, и тут не совсем будет про личную жизнь, а когда вы, мои дорогие, будете строить карьеру и чему-то учиться, потому что по этой карте, да, мы учимся, но и к вам могут обращаться как к учителю, как к специалисту, профессионалу, эксперту в какой-то узкой области, и кто-то из вас погрузится в работу, в дела, в какие-то, ну, именно необходимые, более важные моменты, и где-то личная жизнь, она, ну, вот как шла до этого периода, вот так оно все и останется. А у кого-то по иерофант, может быть, говорит о венчании, о том, что
отношения переходят на новый уровень. Вот тут либо карьера на новый уровень, либо личная жизнь. Я вижу так. По крайней мере, к этому есть базис и предпосылка. Вот что-то подобное у вас может происходить. Но вообще это карта стабильности. Все идет все равно к стабильности. Чего ждать? В финансах. Вы знаете, тут, смотрите, у нас выпадает пара, поэтому, наверное, взаимодействие по личной жизни все-таки для всех, для каждого из вас, оно продолжается. Но более в таком, может быть, критическом, вот именно критическое мышление. То есть не просто там охи, вздохи, романтика, а нет, а конкретно, что мне греет душу. Не просто греет душу, ну, где-то с подсмыслом, может быть, и кармана, мои дорогие, но не уйдешь от этого, правда. Вот вы становитесь реалистами, и множество старших арканов говорят о том, что обстановка такая до конца года. Вы вынуждены, может быть, и хотели бы помечтать, предаться мечтам романтики, страсти. А нет, тут вас возвращает жизнь к какой-то реальности. Ну вот есть вопросы, как мы говорим, на злобу дня. Есть у вас явно контактные лица, с которыми у вас будет продолжаться общение. И вот деньги иногда это помощь кого-то. И у нас все-таки до конца года рождественские праздники, новогодние праздники. Здесь могут быть и подарки, но я больше вижу тут какая-то концепция, да, или, знаете, стабилизация финансовой ситуации для вас, или это через карьеру, или, может быть, даже через личную жизнь. Но по части денег, может быть, у кого-то из вас, я такое допускаю, вопросы с банками, у кого-то кредита, может быть, одобрение кредита или, наоборот, закрытие кредита. Тут какая-то есть финансовая составляющая, это точно. Но и для вас, как будто даже если вы надумаете о кредите, хотя на ретро-уран открывать, брать кредит не очень хорошо, надо сказать, это правда. Как-то тяжеловато нам будет отдавать. Но, может быть, если это задумка или уже, знаете, как бы вы начали готовить пакет документов раньше, еще до ретро-урана, до 9 ноября, ну так это уже тогда логическое завершение. Тогда наоборот, как бы вам пространство, что да, ты уже к этому готов, поэтому, в принципе, могут одобрить. Но я имею в виду какие-то долгосрочные по типу ипотечных. Но это еще и новые должности, которые вам приносят другой уровень дохода. Ну вот как-то так. Что там на ваши достижения? Успевайте приводить мысли в порядок, тело в порядок, отдыхать. Для вас, видимо, вот как критическое мышление. И по 4 мечей мы складываем оружие, мы ни с кем не ссорим, не ссоримся, мы ни с кем не спорим, никому ничего не доказываем. Это сейчас не имеет вообще никакого смысла. Люди, каждый будет заниматься сейчас своим благополучием, это правда, планетарно. На каждого из нас именно так будет ретро-уран оказывать влияние в той или иной сфере жизни. Но еще и избавиться от мусора. Может быть, это кто-то из вас дома будет даже наводить порядок, почему нет? Или обустраивать рабочее место на дому. Когда мы меняем пространство, выбрасываем хлам, ненужные вещи. Поверьте, мы входим в свое жилище, а оно как обновленное. Мы меняем пространство вокруг себя, а оно вторично изменит нас. Как воздух меняется, мои дорогие. И карта говорит, избавься буквально от всего лишнего. И это касается и мыслей тоже. Вот на ваши достижения тут пока еще как бы не сам по себе, да, вот старт, а подведение каких-то итогов и четкая какая-то градация в ваших планах, к чему вы, может быть, вот-вот приступите, возможно, в феврале. Когда 4 февраля ретро-уран, он останется в Тельце еще пока. Но это уже более благополучное время. Там больше ориентиров, больше четкости и понимания будет. То есть период ретро закончится именно 4 февраля. И для вас будет уже какая-то обстановка прояснена или больше ясности по какому-то вопросу. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые львы. Я благодарю за ваши волшебные добрые комментарии. Благодарю за вашу спонсорскую помощь и поддержку моего канала, моего творчества. Оставайтесь со мной. Подписывайтесь на мой канал. Я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.